Здравия! Статья 126. Верховный суд Российской Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом и осуществляющим судебную власть посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Верховный суд Российской Федерации осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики. Здесь нам подсказывают, куда жаловаться. И о том, что суды общей юрисдикции и арбитражные должны быть образованы в соответствии с федеральным конституционным законом. Но развивать что-то да как и говорил ранее, не буду. Даю только подсказки. Дееспособные сами все найдут. Эту информацию даю для того, чтобы было понимание, что к чему, и что можно сослаться на якобы основной закон, который выше всех остальных высеров. А то встречались ролики, где якобы арбитражные суды отмазывались, что им это не надо, и причина их существования иная, а изучающие право явно якобы Конституцию забыли почитать, но при этом с системой воюют. Статья 128. 1. Председатель Конституционного суда Российской Федерации, заместитель председателя Конституционного суда Российской Федерации и судьи Конституционного суда Российской Федерации, председатель Верховного суда Российской Федерации, заместители председателя Верховного суда Российской Федерации и судьи Верховного суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению президента Российской Федерации. Председатели, заместители председателей и судьи других федеральных судов назначаются президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным законом. Тут забавные указы с перечислением ФИО идут. Кто все эти люди и где они? Загадка космических масштабов. Переименовывайте персону и открываете суд. А менты к вам лохов возят, нарушивших ПДД за откат. Офигенный бизнес. Оно так и происходит местами. Стад даже не знает этого ничего. И является жертвами на доверие. 3. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации и иных федеральных судов устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Порядок осуществления гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства регулируется также соответствующим процессуальным законодательством. Это намек на почитать. Но они, как всегда, не указывают, каким именно законом. Статья 129. 1. Прокуратура Российской Федерации. Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. Полномочия и функции прокуратуры Российской Федерации, ее организации и порядок деятельности определяются федеральным законом. Думаю, теперь понимаете, что прокуратура наш самый лучший друг. Главное правильно жалобы писать. Пока недееспособные идиоты пишут заявления. Причем прокурор сам обязан везде бегать. Если правильно все напишете. У них несколько лет назад была зарплата в 200 тысяч билетов Банка России. Так что не жалейте их, эксплуатируйте. 2. Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Прокурорам в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Здесь нам подсказывают, как жаловаться, если прокурор ленивое говно и кожевряжется и пишет отписки, а не защищает права нашего человека. 3. Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность после консультации с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом Российской Федерации.
4. Прокуроры субъектов Российской Федерации, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные прокурорам субъектов Российской Федерации, назначаются на должность после консультации с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом Российской Федерации. 5. Иные прокуроры могут назначаться на должность и освобождаться от должности президентом Российской Федерации, если такой порядок назначения на должность и освобождения от должности установлен федеральным законом. 6. Если иное не предусмотрено федеральным законом, прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность и освобождаются от должности генеральным прокурором Российской Федерации. Поняли, кому жалобу писать на прокурора? Надеюсь. Всем добра, здоровья, процветания и денег.